Легенды Эмириара. Легенда 4. Великие короли. Много дней прошло, прежде чем встретились они снова. Всюду друзья побывали, горы и леса обыскали, в пещеры и овраги заглядывали, но дверь заветную не нашли. Пока бегали они по родной земле, прознал ворон о пропаже ключа. Страшен гнев его стал, и пошел он войной на хранителей. Отправил войско темное, бесчисленное. Призвал он из темницы страшной самого жуткого, грозного и могучего полководца, сильней которого не найти нигде. Имя ему Абраксас. Голова гребнем костяным украшена, вместо ног змеи диковинная, в руке его хлыст длинный, им он воинством огромным управляет. Говорит ему ворон: украли хранители ключ особенный, сердце желанное отдавать не хотят, значит, расплатятся за свои деяния. Размахнулся хлыстом Абраксас, подхлестнул вороного воинства и наслал полчища на родной мир хранителей. Началась битва невиданная. Храбро сражались друзья с напастью небывалой. Видит полководец страшный, что победы не видать. Разделил войско могучее и отправил в разные уголки. Велел отыскать родных и близких врагов своих, нападать на них коварно и немилосердно. Разлетелись черные вороны во все края, опутали мир светлый, диковинный, и настала непроглядная тьма. Обернулись друзья к Кайрану и говорят: не можем мы в стороне стоять, когда семьи и народы наши в опасности. Пойми нас, принц морских глубин, и не держи зла, но отправимся мы в дома свои, чтобы силу черную одолеть. Сказали так волки смелые и разбежались в разные стороны. Грозными и свирепыми отправились в родные края. Печально смотрел Кайран вслед друзьям своим, но не стал останавливать их и сдерживать. Подошел он к морю бурному, зашел в волны неспокойные и заплакал, обращаясь к луне. Не могу найти путь к тебе, любимая, не в силах вернуться в семью родную, не могу помочь друзьям могущественным. Как быть? Где дорога мне предназначенная? Как отыскать ее теперь? Горько плакал принц и не видел самого страшного. Наблюдал за ним огромный черный ворон, сидя на ветке старинного дерева. Задумал враг недоброе. Уж очень хотелось победить ему в этой войне. Укрыл он Абраксаса во дворце дальнем, а воронов темных заставил нападать на жителей с новой силой. Потом, с сожалением, расстался он с голосом дивным, хитростью похищенным. Полетел тот яркий, трепетный, и вернулся к Кайрану незамедлительно. Тут же лишился принц дара своего, возможности по земле ходить. Сильнее прежнего опечалился он, капают слезы жемчужины. Делать нечего, отправился к дому подводному и к семье родной. Чувствует, цветок в его сердце трепещет, содрогается мир удивительный под ударами коварной тьмы. Тем временем прибыл в родные земли западные Шемир, прекрасный принц, чтоб сразиться с вражеским воинством, и узнал с горечью, что не принц он теперь, королем полноправным стал. Но печалиться нету времени, направил он корабли быстроходные против врага жестокого. Сметают волны огромные полчища воронов темных. Разыгралась вода неспокойная, опрокинула корабли защитников. Не смог успокоить ее правитель молодой, и пришлось ему покинуть прибрежный край. Только так усмирить он море смог. Вернулся Саннай в страну родную и возглавил своих смелых воинов. Родилось пламя жгучее в ладонях, и направил его воин против врагов бесчисленных. Не заметил принц, как огонь слушать его перестал.
разбежались пожары по полям и лесам. Как ни пытался он справиться, а не может огонь одолеть. Пришлось ему дом родной навсегда покинуть, лишь тогда отступила стена пламенная. Началось сражение и в далеких скалах, куда Ваялон вернулся, чтобы биться с тьмой. Прикоснется к одной горе, та до небес вырастает, прикоснется к другой, ощетинивается камнями острыми. Не заметил воин смелый, что разбудил земли спящие. Затряслось все вокруг, дома и дороги во враги падают. Хотел успокоить он горы бунтующие, да они не унимаются. Пришлось ему проститься с родиной, лишь тогда успокоились скалы. В далеком краю северном тоже идет битва жестокая. Возводит бесстрашный Немей стены ледяные, могучими торосами от напасти темной ограждается. Засверкали глаза его блеском холодным, разыгралась буря морозная, неудержимая, льдинки осколками острыми разлетаются. Пытается принц сдержать их, да только не слушаются его воды замерзшие. Делать нечего, покинул он край любимый, и остановилась напасть ледяная. Далеко, на восточных берегах холмистых, у бурных рек неспокойных, в морские воды впадающих, вблизи островов многочисленных, шло сражение невиданное. Канар, бесстрашный и решительный, летел перед драконами огнедышащими, вел их на полчища ворон чернокрылых. Но перестали драконы слушаться, обрушились на смелых воинов, не сдержал их принц своей волей. Пришлось ему покинуть родные берега, унялись тогда стражи небесные. Вернулся домой Унваэн, принц Туманных гор, видит сражение страшное вокруг него. Бросился на помощь он воинам смелым, поднимает камни тяжелые, направляет стрелы острые, бросает копья меткие. Захватило его сражение, чувствует он, терять себя стал. Полетели стрелы горящие в обратную сторону. Испугался хранитель юный, а исправить ничего не может. Разлетелись сами собой копья с мечами, дикую пляску устроили. Покинул в спешке принц вершины любимые, лишь тогда упало на землю оружие страшное. Спустился с высоких гор Диванан, оглядел земли родные и опечалился. Сломленными стоят деревья прекрасные, спрятались жители мирные. Замерла вся долина израненная, кружит над ней войско темное. Заиграл принц на флейте своей мелодии нежные, призывая зверей удивительных. Но не стали жители вольных лесов слушаться. Вместо помощи нападение сулят. Оскалились все, ощетинились. Тогда перестал играть юный принц, поклонился отцу и флейту отдал. Оставил племя родное, пустившись в обратный путь. Присмирело тогда крестное воинство. На далекие южные берега опустилась тьма густая, шорохи, карканье повсюду, неба чистого не видно. Вернулся Чигаур в родные края, и узнать их не может. Музыка не слышна нигде, арфы тонкострунные лежат на земле брошенные. Рассердился принц, взмахнул рукой и призвал могучие молнии. Разлетелась тьма чернокрылая, только грозы небесные не унимаются, разбивают горы каменные. Покинул родных молодой принц, лишь тогда затихло серое небо. По песчаным просторам бескрайним шагает Весен легкой поступью. Видит, над его родным городом сгущается темень ужасная. Взмахнул он ладонями нежными, и разлился сквозь пальцы тонкие свет прекрасный, но ослепительный. Отразился он каждой песчинкой, раскалилась пустыня бескрайняя. Захотел принц сдержать свет неистовый, но не может его подчинить своей воле. И пришлось прекрасному юноше, отвернувшись от края родного, пуститься в обратный путь. Лишь тогда остыла пустыня.
Испугалась Инаринья прекрасная, обратила свой зов умоляющий к Кайрану, что на дне морском притаился. Затрепетал цветок в его сердце, и услышал он дивный голос. «Отзовись, мой хранитель избранный, без тебя стражи не справятся с силами своими великими. Умоляю тебя, помоги им снова единство обрести, в нем скрывается ваше могущество». Из последних сил хранители сдерживают мощь свою великую, нельзя им контроль терять, станут они злыми, коварными, а значит, битвы все были бессмысленны. Если потеряют они себя, значит, победила тьма, разорвут они планету дивную, и погибнет блистательный Эмилиар. Не позволь этому случиться. Посмотри, какими вы станете, если будете тьмой захвачены. Страшно стало Кайрану от увиденного. Спрашивает он, как мне не позволить страхом осуществиться? Отвечает ему Инаринья. Содрогается планета от могущества хранителей. Удержи самых сильных из них от столкновения с тьмой. Не выдержит мир этого ужаса. Отдала богиня последнюю искру, что цветок в сердце любимого питала и жизнью наполняла. Обрел он силы великие, стал он снова по земле ходить, а голос и танец его сродни оружию стали. Мог он ими теперь врагов побеждать. Оказался принц мгновение спустя на поле страшного сражения и ведет вперед смелых воинов Тойодар, великий страж времени. Замахнулся он рукой, хотел остановить мгновение, но успел его Кайран удержать и унес в страну далекую. И хоть зол был Тойодар на друга своего, но объяснение выслушал, и пришлось ему с судьбой смириться. Поспешил Кайран к другу верному, Элиоху, повелителю ветров, и нашел его на скале, одиноко сидящим. Говорит ему принц горного народа: «Хотел я помочь друзьям и соратникам, призвал бурю могучую, да только не слушалась она меня. Пришлось мне дом родной покинуть, лишь тогда утих ветер страшный. Не знаю, куда мне теперь идти». Созвал Кайран друзей к месту, где раньше разошлись их дороги, и рассказал о воле богини. Чтобы остановить войну ужасную и прогнать войско темное, нужно победить полководца могучего, а без помощи тут не справиться. Открылась дверь между мирами, и отправились хранители в дальний путь на планету с названием Сириус.